Привет из Татарстана! Сегодня я расскажу, что стоит попробовать в Казани и где это съесть. Это не полноценный гид по татарской кухне, я просто делюсь тем, что мне понравилось и где я это ела. Думаю, это будет полезно всем, кто приезжает в Казань ненадолго. Пойдемте поедим! В 2021 году Казань объявила себя гастрономической столицей России. Не все с этим согласились, но татары на это, конечно, не обиделись. Они-то знают, что их кухня прекрасна. Местные жители и готовить умеют, и поесть любят. Основа татарской кухни – это мясо, тесто и картошка в различных комбинациях. Начнем с классики. Я пришла в комплекс Туган-Ывылым. Это колоритное местечко в центре Казани. Здесь можно познакомиться с татарской культурой, в том числе и через местную кухню. Сейчас я буду пробовать татарские пирожки. Это треугольник эчпочмак. Он из дрожжевого теста, бывает из недрожжевого, но сказали, что самый вкусный из дрожжевого, и это классический эчпочмак. Внутри начинка из картошки и говядины. Пирожок очень сочный, тесто очень мягкое. Его фишка в том, что начинку кладут прямо в тесто и запекают вместе с ней, то есть ее предварительно не жарят, поэтому он получается такой пропитанный соком, и картошка пропитывается мясным соком, и само тесто снаружи тоже, поэтому он немножко влажный и вот такой вот вкусный. А это губадия или губадия, я не знаю, как правильно, все тут по-разному мне говорят. Вообще это должен быть такой большой пирог, его готовят по большим праздникам, но для туристов сделали вот такие вот малюточки симпатичные. Внутри начинка из творожного сыра, корт или кырт его называют, риса, изюма и яйца. Сейчас попробуем. Посмотрите, какая там начинка. Видите, красный слой? Это и есть тот самый корт или кырт. Он красный, потому что это вареный творог и высушенный. Булочка очень сладенькая такая. Я думала, что она будет немножко такая пресная, но она оказалась мягкой, сладкой. Мне прям очень нравится. Вот это мой фаворит. Я думаю, что я буду налегать именно на этот пирог. Мне понравилось. Рекомендую. И то, и другое. Такие пирожки можно заказать почти в любом ресторане. Купить в столовых и пекарнях, и даже в обычных супермаркетах. Я пробовала выпечку в сетевом кафе «Аланаш». Рекомендую зайти, так как тут есть и другие блюда. Готовят вкусно, а цены демократичные. Название всех заведений из этого ролика ищите в описании под видео. Пирожки и сладости можно купить и в татарской сети магазинов «Бахитле». Выпечка тут недорогая и чаще всего еще теплая, с пылу с жару. Также тут продают очень вкусный свежий чак-чак в симпатичных сувенирных коробочках. Чак-чак – это медовый торт. Его готовят из жареного во фритюре теста и скрепляют густым медовым сиропом. Подают охлажденным. А пухлая трубочка, которую я пробую, называется баурсак. По сути, это тот же самый чак-чак, только большого размера. На вкус он немного напоминает пончик. Жители Казани посоветовали мне покупать чак-чак производства Казанского хлебозавода номер 3. И действительно, он оказался самым нежным и свежим. У хлебозавода есть фирменные магазины, но их продукцию легко найти и в обычных супермаркетах. А это сеть ресторанов быстрого питания Тюбетей. Они работают по принципу Макдональдса, но кухня тут исключительно татарская. Главное блюдо не бургеры, а кысты-бургеры. Татарские лепешки-кыстыбый с различными начинками. Еще тут есть национальные сладости, эчпочмаки фри вместо наггетсов и другие интересные закуски. Вкусно, быстро, недорого. Я решила взять классический кыстыбый с картофелем. Эта лепешка очень похожа на жареный лаваш, и внутри картофельное пюре с луком. Мне прям очень нравится. Я люблю и картошку, и лаваш, поэтому такая закуска для меня. Советую попробовать. Кыстыбый. А сейчас я иду в пятерочку. Но не за чем-то привычным, а за татарской молочной продукцией.
Перед поездкой в Казань я почитала о местных молочных продуктах и очень захотела их попробовать. Это творог, сушеный творог, жирные сливки, каймак и катык. И первое, что я попробую, это будет катык. Говорят, он похож на кефир или на простоквашу, но выглядит такой немножко как ряженка, как будто он из топленого молока. И на вкус он совершенно как ряженка. Мне нравится. Вкусная штука, обязательно попробуйте. Продается в Пятерочке и в других супермаркетах. Очень легко найти. Поесть вкусно, недорого и сытно в Казани можно в разных столовых. Очень удобно, что они есть даже в центре. Например, на Пешеходке, на улице Баумана, на каждом шагу есть столовая, где очень низкие цены и всегда можно что-то найти покушать. Еда обычно там не татарская, хотя иногда бывают эчпочмаки или что-то вот такое, какая-то выпечка, а такая домашняя кухня, типа тушеной капусты, плов, супчики. Цены очень низкие. Например, суп можно взять до 100 рублей, салаты, например, капустный салат за 20 рублей. Бывает что-то подороже, там цезарь за 60. Ну, очень смешные цены, то есть на 200 рублей вы наедитесь просто на целый день. Берите на заметку, идите в любую столовую, хорошо? Везде. В описании под видео я пропишу для вас названия нескольких столовых, в которых я была сама и которые мне посоветовали местные жители. Не обязательно искать именно их, но если окажетесь рядом, смело заходите. Не бойтесь очередей, они всегда двигаются быстро. Еще одно заведение, которое я вам посоветую, это сеть пекарен «Жар-свежар». Они разбросаны по всей Казани. Тут вы найдете вкуснейшую выпечку по демократичным ценам. Рекомендую взять традиционный сметанник. Сейчас этот десерт называют татарским чизкейком. Песочная корзиночка и нежнейшая сливочная начинка – это очень вкусно. А еще в Татарстане популярны ягодные чаи, которые напоминают горячий медовый морс. Их тоже стоит попробовать. Как вы относитесь к выпечке? Я больше всего люблю пирожки, в которых много начинки, а теста мало и оно вкусное. Пришло время съесть еще один шедевр татарской кухни. Благо, выбор тут огромный. Этот симпатичный пирожок называется элеш. Его делают из пресного бездрожжевого теста и внутри начинка из говядины, курицы или утки. Это классические начинки. Я взяла попробовать с уткой. Элеш можно узнать по круглой форме. Вот здесь такая дырочка с такой крышечкой. И обычно он узорной формы. Мне напоминает хинкали, только очень большие и запеченные. Сейчас будем пробовать. Чувствуется, что много начинки. Он прям увесистый. Вот такой пирожок весит 250 грамм. Посмотрите, какое тоненькое тесто и как много начинки. Мне кажется, оно сейчас даже под весом начинки провалится дно. Настолько много ее. Вот такой пирожок стоит 120 рублей за 250 грамм. Очень сытно, вкусно и колоритно. Рекомендую попробовать. Из основных блюд в Татарстане советую попробовать такмач, суп с лапшой, плов и, конечно, азу по-татарски. За ним я и пришла. Ресторанчик называется Аш-Бабай. Он находится рядом с озером Кабан в Старой Татарской Слободе. Сейчас я буду пробовать азу. Это тушеное мясо с картошкой, огурчиком и черносливом. Я постараюсь зачерпнуть сразу все, чтобы попал и огурчик, и мясо, и картошечка. Я возьму ложку, чтобы зачерпнуть сразу все. Хочу, чтобы вкусы смешались. Чесночок еще вижу, зелень. Вряд ли его едят именно так, но мне хочется попробовать все разом. Мне нравится, как сочетается соленый огурчик и сладкий чернослив. А вообще это такое обычное тушеное блюдо. Советую попробовать. Напомню, что в описании под видео вы найдете много полезной информации.
Я прописала, где и какие блюда я пробовала в Казани. Ставьте лайк, если вам нравится татарская кухня. А в комментариях напишите, какое блюдо ваше любимое или что захотелось попробовать больше всего. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.